план побега сына Лукашенко, его осуществление. Конечно же, слова ничего не понимающего сопляка не значили никакого веса для Александра Григорьевича Лукашенко. Но Николай все продолжал пытаться поставить своего отца на правильный путь. Он пытался объяснить, что насилием и вводом войск против граждан ничего хорошего он добиться не сможет. Ты ведь прекрасно понимаешь, как к людям относятся правоохранительные органы. Они их буквально избивают, мучают и даже насилуют девушек. Недавно было зарегистрировано 3 случая смерти от рук спецназовцев. Ты разве не понимаешь, что происходит? Именно на эту фразу Александр Григорьевич Лукашенко, являющийся его отцом, ответил ударом пощечины собственному сыну, крикнув вслед: «Ты никто, чтобы поучать меня в том, как мне поступать. Ясно тебе?» Сразу же об этом узнал практически весь интернет, включая Беларусь и Россию. Со многих стран были поступающие предложения о личном оказании помощи Николаю, все приглашали его к себе, обещая жизнь в самых лучших условиях и без тирании собственного отца. Но больше всего тепла и поддержки Коля получал от молодежи и государства Российской Федерации. Там весь интернет буквально заговорил о нем в каждом уголке, в каждом комментарии. Люди выражали невероятно теплые чувства по отношению к сыну президента, который буквально терроризировался собственным отцом. Сама Российская Федерация призывала Александра Григорьевича Лукашенко отозвать войска и специальные службы от протестующих людей, так как мало того, что они не меняют ситуации, а только избивают их и приносят одни беды, то это все к тому же вызывало еще большую ненависть и плохое отношение народа к своему президенту. Ему говорили, что во всем этом нет смысла. Также его призвали не относиться таким грубейшим и жесточайшим образом к своему сыну, так как все мы живем в цивилизованном современном мире, где такие поступки не приветствуются ни правительством, ни, тем более, народом. На все подобные высказывания сам президент Александр Григорьевич Лукашенко либо же просто не отвечал, игнорировал, либо же давал короткие и резкие ответы по типу: «Я буду распоряжаться своим государством так, как посчитаю нужным, а к собственному сыну я буду проявлять такое отношение, которое он заслуживает. Никто не смеет поучать меня, ни сын, ни страны». Конечно же, такие заявления очень резко воспринимались гражданами всех государств, а правительством как косвенная провокация на межгосударственный конфликт. Николай, понимая, что скорее всего отношение отца не будет меняться ни к нему, ни к собственным гражданам и государству, решил думать о том, как можно было бы избавиться от всего этого. У него было достаточно много близких друзей из России, которые могли бы помочь ему в трудной ситуации. Также не стоит забывать, что он пользуется и государственной поддержкой Российской Федерации. На протяжении примерно недели Николай со своими друзьями и некоторыми представителями правительства Российской Федерации строили сложный стратегический план по побегу из страны для дальнейшего уезда и проживания в Российской Федерации. Это было очень затруднительно, так как за ним велся строжайший контроль, а также вся страна знала его в лицо, поэтому пройти мимо представителей правительства Беларуси незамеченным было практически невозможно. Они сразу бы сообщили о его странных действиях напрямую Александру Григорьевичу Лукашенко, который предпринял бы все меры по возвращению сына обратно. Как изменились отношения Беларуси и России после побега. Но несмотря на все трудности, всеобщими усилиями был разработан очень продуманный план-стратегия по осуществлению побега. Так как у правительства Российской Федерации были свои связи в Беларуси, они смогли договориться, чтобы тайный агент под видом официанта, повара или уборщика смог доставить Николаю все необходимое оборудование. В спокойный час, когда отца не было рядом, Николая тихо к себе подозвал уборщик, вместе с ним они прошли к ванной комнате, зайдя в которую тот самый уборщик сказал, что он является профессиональным гримировщиком. Примерно за получасовую процедуру Николая удалось преобразить до неузнаваемости. Далее, благодаря проделанной работе, Николай смог покинуть здание, где его ждала легковушка прямиком до аэропорта. Побег был успешно осуществлен. После данного события Александр Лукашенко официально объявил, что российское правительство являются самыми настоящими преступниками, укравшими и взявшими в плен его сына. В ответ на это Николай обратился по видеосвязи к отцу, сказав, что здесь к нему относятся подобающим образом, и призвал никому не верить в слова его отца, никто его не крал. А Россия, в свою очередь, сказала, что не будет вести агрессивную политику в сторону Белоруссии и его президента, но готова к ответным действиям в случае нападения. Как и почему поссорились Лукашенко и его сын.
В связи последних событий, которые происходили в Беларуси, народ начинал чувствовать тревогу. Оставалось совсем немного времени до новых выборов президента. Люди хотели нового правителя, который смог бы принести некий глоток воздуха после огромнейших 26 лет правления Александра Григорьевича Лукашенко. Но сам президент, напротив, имел совсем другие желания. В его планы не входило бросить свой пост, на котором он находится уже слишком долго, чтобы просто так уйти. За неделю до выборов начались проблемы со связью по всей стране, были места, где она и вовсе пропала, буквально отделив эти части от цивилизации и возможности узнать последние новости. Со временем подобные случаи участились и стали только сильнее. После этого народ начал активно выражать свое недовольство, показывая, что просто так их вокруг пальца не провести. Начались небольшие забастовки неравнодушных граждан с требованием восстановить прежний уровень качества связи. На данные просьбы сам Лукашенко никак не отвечал, просто игнорировал их. Комментариев по поводу всего происходящего точно так же не было. После всего этого народ начал понимать, что близится событие, которое скажется на них явно не лучшим образом. День выборов. Все проходило, как обычно, церемония длилась относительно недолгое время. По ее окончанию сообщили, что результаты будут оглашены на следующий день. После этого весь город замолчал в ожидании результатов, которые должны изменить жизнь целого государства. Наступает следующий день. Остается буквально час до огласки результатов выборов нового президента, все жители и граждане смирно дожидаются перед телевизорами. И вот тишина эфира перебивается прямым включением. Здравствуйте, уважаемые граждане нашей великой и необъятной страны. Я, Александр Григорьевич Лукашенко, хочу сделать для вас официальное заявление. Итогами выборов является избрание меня как президента Беларуси. Я благодарю вас всех и прощаюсь с вами. После данного заявления в воскресенье страна буквально погрязла в огромном удивлении. Люди начали сыпать тысячи, десятки тысяч жалоб о том, что выборы происходили на несправедливой основе, что президентом должен был стать совершенно другой представитель. Но все просьбы и жалобы были просто проигнорированы всем государством, в том числе и Александром Лукашенко. Затем начались митинги, массовые протесты в сторону президента Лукашенко. Тысячи граждан выходили на улицу с плакатами, на которых были надписи «Уходи, ты уже свое отслужил», «Покончим с бесконечным правлением» и так далее. Начались активные набеги на все государственные и правительственные здания страны с целью поиска президента. В ответ на все эти поступки протестующих Лукашенко выходил на небольшие выступления, в которых явно давал понять, что единственным президентом этой страны останется он сам, как минимум пока не умрет или его не убьют.